Всем привет! Мы сегодня решили выгулить да, старших деток. Младшенькую оставили с дедушкой и бабушкой. И сегодня пойдем в город гулять. Пойдем сходим в кино. Как мультик называется, дети? Лила и Стич. Вот, смотрите на мою майку. Лила и Стич, да. И потом пойдем куда, папа? Пойдем. Узнаете потом, куда пойдем? Узнаете потом, куда пойдем. Это останется секретом. Очень, кстати, похож на польский автобус. Вот рассчитывается там. Влад, а здесь только так наличными? Здесь нет таких автомат? Ну, там вот есть вот QR-код, но я не знаю, как это. Вот здесь, да? Да. Плати QR-кодом. Ну да. Ну, то есть таких именно как в Польше, таких нет. Ну, спасибо большое. Да? Да. Таких как в Польше нет. Такие Перекладывать. Билетики. С номером, водяным знаком. И их так, оп. Чик. Да. Все. Как тебе автобус, Дим? Класс. Empieza el flow, esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No tabaco y ron y empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No tabaco y ron, ron, ron. Ну что, мы вышли с автобуса. И здесь немножечко пройдем сейчас пешком до города, покажу вам немножечко Брест. И мы сейчас подходим, кстати, к Миланиной школе, где она проучилась 1 год, то есть 1 класс. 2 класс она уже пошла в Польшу. Милаш, чья это школа? Моя. Сколько ты тут, 1 год проучилась? 1 класс, да. Нравилась тебе эта школа? Да, нравилась. Какая лучше, эта или в которой ты сейчас учишься? Скажу так, что я эту школу не сильно помню, так сказать. Так как мы учились только в 1 классе, в смысле, в 1 кабинете даже. И мне кажется... И там нет шкафчиков, да? Нет, там не было. Общая раздевалка на всех деток была, да? Мне кажется, моя школа лучше, не знаю. Ну, вот здесь вот, да. Я каждый день приходила туда Милашку забирать, ее школа. 2 класс уже в Польше. Дима в школу не успел пойти в Беларуси. Но мы покажем садик дальше. Но мы покажем и садик, да, где был ходила Дима. и Дима, и Милана, и Миланин крестный ходил даже туда. Да. Я ходил в другой немножко. Да, пойдем, Милашка, покажем еще сад. Ты садик помнишь, кстати, свой? Конечно, помню. Я помню, как мы выходили на улицу, а Дима тогда возвращался с улицы. Да. Это я помню. Я хочу чуть тоже сейчас сниму свою школу. Давай. Знаете, словила себя на мысли, что непривычно, уже стало непривычно, что все разговаривают на русском. Мы вчера с Владом вдвоем чисто гуляли, пошли в центр, погуляли, пошли кофе попили. Уже я ничего не снимала, просто хотелось провести вдвоем время без детей, оставили детей на бабушку, дедушку. Вот, и как бы застали, так сказать, вечерний Вроцлав, когда уже фонари зажигаются, красиво очень и все. Может быть, я вставлю пару кадров, я просто снимала на телефон. И я столкнулась немножечко как бы плечом с парнем. Ну, там очень много людей в центре гуляло. Получается, мы немножко толкнули друг друга плечом. И я на польском «Przepraszam». Я такая сказала, а потом поняла, что сказала. Думаю, блин, она, наверное, подумала, на каком она языке мне, это что она мне сказала. Ну, в общем, то есть уже на автомате, на польском, по привычке говорю, там, «Przepraszam», или там в магазине даже, может быть, «День добрый». Поэтому, да, такое уже чувство есть, что здесь как-то непривычно, что и все стенды, вся там реклама, все на улице, магазины, все написано на русском языке. Прикольно. Ну что, мы пришли к садику.
Здесь и Милана, и Дима учились. Милана здесь в садик ходила с 3 лет до школы, до 6, а Дима только 1 год здесь ходил. Дальше мы уехали в Польшу. Дима ничего не помнит, Милана этот садик помнит. Калиточка, они любили сидеть вот в этом паровозике, руль крутить. И там лестница в группы. Классно, мне очень нравится. Такая ностальгия. Интересно, работают ли в садике те воспитатели, которые у них были. Но заходить уже не будем. Классно, я вспоминаю, как я сюда заводила каждый день детей. Конечно, прикольно. Кстати, это первое видео на канале у Миланы, вот которого у нас есть 1 000 000 подписчиков, канал Милана ТВ. Первое видео, которое у нас зашло на этом канале, это как раз был про этот садик. Первый день Миланы в садике, так называлось видео. Я снимала реально первый день ее в садике, и оно залетело у нас там, по-моему, сейчас там несколько миллионов просмотров, даже, по-моему, около 30 миллионов. Можно сказать, что первый, да, успех наш на ютубе начался как раз таки вот с этого района, с этого места. Мы здесь жили недалеко от этого садика, пешком я водила каждый день. Вот здесь за вот этими домами жили. А вот эта улица спортивная, да, ну по-белорусскому здесь написано спортивная. Это самая, вот она, самая короткая улица в Бресте. Смотрите, какой в Бресте перекресток необычный, да? То есть, где можно по диагонали идти наискосок, да. То есть не просто вот таким квадратом, а еще вот так. Прикольно. О, давай наискосок, сюда, давай сюда. Давай. Пойдем. Дима такой, так, в какую сторону идти? Куда, что? Вот, отсюда можно сюда пойти. Мы подходим сюда. Мы подходим к ЖД вокзалу. Сейчас поднимемся, покажу вам ЖД вокзал. А вообще, вы здесь были вчера, когда гуляли с Владом? То здесь вчера было как бы пусто, вообще не было людей. Все, мы поднялись на такой мост. Вот белорусские поезда. Большой вокзал, но пусто. Вот видите, людей нет вообще. А здесь пару человек. Но мост этот удобен тем, что можно переходить быстро из как бы платформы на платформу другую. Брест. 3 цены. Магазин в Беларуси это как в Польше, что-то похожее на магазин Тедди или магазин Кик. В общем, с товарами недорогими и можно купить все, что угодно. Пока мы еще идем, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, если вы еще не подписались, потому что я вижу по аналитике, что большинство зрителей смотрят мои видео без подписки. Поэтому не забывайте о подписке. Магазин Евроопт. Популярная сеть магазинов в Беларуси. Это как в Польше, например, магазины Бедронка. Мы, кстати, вчера с Владом ходили в эту кофейню «Крепкий», попили кофе и взяли один десерт, торт «Медовик». Я была в шоке, что здесь десерт к кофе, вот торт «Медовик» кусочек, да, примерно стоит где-то 5-6 злотых. А у нас во Вроцлаве, например, если хочешь купить десерт, то стоит минимум 15, а то и 20 злотых. Здесь Что говоришь? Оно идет. Там вот с той стороны стоит такой как памятник и кошки. Кошечки? Это не просто памятник, это вентиляция бомбоубежища. Ого. То есть снизу здесь как раз вот эти вот Бомбоубежище территория. снизу? Если не дай бог что-то, да, если война, то люди спускаются и как-то А мест на дышать. всех хватит в бомбоубежище? Кто будет очень много вопросов Или только задавать. VIP-тарифы можно Не купить? знаю, я там не был, надеюсь, не буду никогда. Ну-ка, давай, освежитель нашли. Разбрызгиватель, как во Вроцлаве тоже такое есть. Но во Вроцлаве, если проходишь, то ты весь мокрый, а здесь не весь? Нет, здесь поменьше, но там Во дует. Вроцлаве посильнее, да, у нас распыляет?
Пойдемте, детки. Это главная центральная улица в Бресте, называется Советская. И здесь по вечерам зажигаются красиво фонари. Я вставлю с телефона пару кадров. Мы с Владом вчера гуляли вечером. И здесь всегда много народу, а вечером музыка играет. Кто-то поет, кто-то, не знаю, пляшет, кто-то там басни рассказывает. В общем, здесь классно, конечно. Вот видите, поют песенки здесь уже. Бояться не надо, душа моя будет рядом. Твои сновидения до рассвета охраняют. Красиво поет, кстати. Беги. Детки копеечку решили брать. Дима, 2 рубля кинул? Перед кино с детками пришли в ЦУМ. Здесь магазины. И сейчас мы зайдем в LC Waikiki. В Вроцлаве тоже есть этот магазин, но, по-моему, он один всего лишь во Вроцлаве. Вот, зайдем, хотим Диме купить пару вещей. Вот, хотим еще зайти в Мегатоп, это магазин обуви. Это типа как в Польше ЦЦЦ магазин. Вот, кстати, магазин Мегатоп. Зайдем потом туда, посмотрим, почем здесь обувь дешевле, либо нет, чем в Польше. Сейчас зайдем в LC Waikiki. Где? Мегатоп или Waikiki? Давай в Waikiki, чтобы Диму закрыть вопрос с Димой, а потом зайдем в Мегатоп. Дима, LC Waikiki. Пришли. Сюда заходим в детский отдел. Вот, например, свитер. 23 почти белорусских рубля. Это примерно сколько злотых будет? Где-то 27, 29, злотых. плюс-минус. Вот мне кажется, что в Сенсее у нас во Вроцлаве, вот где мы обычно детям покупаем, Сенсей либо Пепка там будет дешевле, да? Вот примерно такой тонкий свитерок. Ну да, да. Мне кажется, будет дешевле. Так что не особо дешевле, чем у нас в Польше. Выбираем Диме майки. Здесь куча. Покажи, какие ты уже там. Дима хочет майку больше на размер больше, чтобы она такая побольше была. А вторая какая? Вторая? Которая в руке. Не, у тебя 2 маечки в руке. Вторая какая? Они одинаковые. Они одинаковые, просто размеры разные, да? Ты голубую еще хотел, да? Я хотел вот такую. Вот такую. Знаешь, мамка, я думаю, А тебе вот у пойдет. папы голубые. Покажи, какая там еще голубые. Вот такие. Ну 10 идем рублей. посмотрим. Цена 10 майки. рублей белорусских. Это Это сколько зачем? злотых? 12 где-то. Где-то 12. Ну, 13 рублей. 13 у меня злотых еще вот так. 13 рублей это, это принципе, где-то 17 Пап, злотых, купи мне 16. 2 майки. В принципе, разные как у размеры, нас, померишь, как может тебе быть, нравится даже у нас, если в Сенсее покупать чуть-чуть, может быть, дешевле. Но так, в принципе, так же. А ну-ка, это на сколько лет? 9-10. На Дима 9-10? хочет Так оно больше. хорошо. Оно будет висеть тогда, Дима, на тебе, как платье. Висело хочет. Не Ну, это знаю. красиво. Это хорошее. Ну, а есть у тебя на размер... Сзади повернись, покажись. А есть у тебя здесь больше для возраста, чтобы посмотреть, сравнить? Да, ну только зеленые Ну, уже. давайте, одевайте. Давай. 15, да? Вот на 11-12 Дима Смотри, одел а вот футболку. есть 10-11. Но ему нравятся вот такие Смотри, гигантские классно. футболки. Пока! Нам еще... Главное в кино не опоздать. У меня садится камера, поэтому мы тут сейчас, перед тем, как в кино идти, отдадим камеру знакомому, чтобы он ее подзарядил у себя на работе, пока мы фильм смотрим. А потом после фильма мы хотим пойти в Хинкали, в Хинкальню, покушать хинкали, так что детки очень любят. 10-11. О, на размер меньше, это лучше. Та просто очень большая, она еще может растянуться. Это серьезно, после стирки может где-то растянуться. Серьезно, это лучше. Это лучше, правда? Вот Смотри, пишите какие в длинные. комментариях, У меня какой такие размер лучше, предыдущий или этот? Ну, не знаю. Все, решили все-таки на размер меньше. Дадим как купить? Идем на кассу. Купили все. Еще подушку купили для шеи в дорогу, так как часто ездим на машине.
И теперь мы направляемся в кино. Знаете, почему Влад двигает в магазине ящики? Нет, он не устроился на работу. Просто Милана снимала на телефон видео, уперла об стенку, и телефон упал туда, за ящики. Ну, короче, да. Пока что мы еще не подрабатываем тут. Нашла? Нашла, но чуть-чуть это двигать еще. Еще двигай мебель. Двигай. Все, достала? Снималась на видео еще. Не разбился экран? Экран не побился? Не побился. Зашла быстро в Мегатоп, потом мы опаздываем, но здесь цены, конечно, дешевле, чем в Польше. Вот босоножки по акции 70 рублей, 100 рублей белорусских, это где-то 120 злотых. Посмотрите, кроссовки 70 рублей, 120 рублей, 80. Вот эти классные кроссовки мне понравились. Сейчас они на акции 95 рублей. Это где-то будет 110 злотых, 120. Вот так вот. И, конечно, дешевле. Ну и плюс мне здесь модели нравятся, такие, как я люблю. В Польше немножко другой стиль. Вот здесь тоже классные 100 рублей кроссовки. Класс. Детские кроссовки. Вот на милашку, например, 58 рублей. Тоже за 50, за 70 рублей. На мальчика тут 50 рублей, тоже 55, 60. Класс. Короче, я чувствую, что обувь мы будем покупать в итоге здесь в Мегатопе. Ну, наверное, не сегодня уже. Но детям, наверное, и себе, и Владу купим здесь. Как-то здесь подешевле обувь, мне кажется, чем у нас в Польше. Накупились. Кино. Это еще помимо попкорна. Мороженое. Какой-то напиток, который мы не пробуем. Фреш-бар. Всякие желейки, чипсы. Твое мороженое. Эскимо, это мое мороженое. Держи. И самые полезные чипсы. Да. Сейчас посмотрим, сколько у нас выйдет чек за это все. А попкорн уже купим в самом кинотеатре. Чипсы. Больше таких нет, продолжал. Ну, какая-то фанта новая. Да, мы любим кушать гадости всякие, когда идем в Мы не кино. так часто ездим. Да. 37,69 белорусских. Это где-то 45 злотых. Все, пришли в кино. Вот такой у нас зал-холл. У тебя билеты уже куплены, Влад? Да, я купил. Все, мы сразу идем в зал, да? Попкорн будем брать? А, попкорн, да. Куда? Наш кафетерий 5D. Здесь есть еще 5D фильмы, да, получается? Кафетерий 5D. А, так, это называется кафетерий, так точно. Попкорн, насколько я знаю. Пойдем. Куча мультиков идут сейчас. Очень-очень интересно, зал будет пустой или нет. Покебабим. На входе стоит кофейня, где попкорн делать надо. Так, а где попкорн у Вот нас? слева. Ага. 4 рубля, 7, 20. Конечно, сколько. Мама, давай вот такой. Ну да. Соленый или сладкий? Так, а ну-ка. Какой будем брать? 4, средний 7, самое большое ведро 20 рублей. Давай каждый. Соленый и сладкий, да, есть? Вот такой давай. Это сладкий будет, а то соленый, да? Ну-ка. Вкусный? Только давай ты будешь нести, а то я боюсь уронить. И все Но он не сильно рассыпать. теплый, он не горячий. Не, он сильный. Ну, короче, я думала, что он будет горячий, но он не горячий. Скажи спасибо, папе. Спасибо, папа. Идем. И бабимся? Покебабимся. Зашли в кино, у нас малый зал, вот так он выглядит. Мои уже уселись там. Мы на задних сидушках. Зал пустой. Смотрите, какие здесь удобные диванчики. А я не помню, у нас такие в кино есть диванчики удобные? По-моему, нет. А можно? Смотрите, какие удобные. Ну, по крайней мере, выглядит А может ты симпатично. здесь, а я здесь, чтобы был столик у нас Да, двоих? чтобы был столик, давай. Это мама твоя. Кофту убирай. Всё. Поставим попкорн сюда. Желейки мои. Желейки мои и... Оп.
Это мой напиток. У нас самый общий. Распределение еды. Спасибо. И это вроде бы все. Знаешь, еще если бы Адриана с нами была бы, Влад? Да. Тебе нравится, Милаш? Семейный просмотр фильма. У тебя ровно 3 секунды, Стич. Все, закончился мультик. Вышли с кино. Как вам, дети, мультик? Классно, но было немножко грустно. Милана там в моменте даже плакала, по-моему, да? Было очень грустно, когда Стич чуть не утонул. Да, ну вообще прикольный мультик, нам понравился. Все, мы уже дома, чуть-чуть подзарядила камеру. Детям мультик очень понравился. Сейчас вон Дима там что-то воду в бассейне набирает, Адриана виноград ест. И сейчас буквально еще чуть-чуть, и мы поедем в гости к, тут к родственникам, да, к дяде Саше. Это крестный Влада и дядя в одном лице. Вот, поедем к ним в гости, к его семье. И что? Ну и, в принципе, наш день на этом заканчивается. Вот так вот мы провели время, день со старшими детками. Адриана от нас отдохнула, мы от Адрианы отдохнули. Дима меня сейчас брызгает водой. Не брызгай меня водой! Ну не брызгай меня водой! Короче, в общем, ушла я от Димы. Что, вот так провели мы время со старшими детьми, решили уделить им время перед школой, так как обычно мы все время с Адрианой, и они от нее устали, и вот немножечко... Что хочешь? Стаканчик. Какой-то стаканчик. Так что классно, супер провели время, супер погода. У нас еще несколько дней есть в Беларуси, поэтому смотрите, чем мы будем тут заниматься. Завтра поедем по документальным делам в город решать. И тот самый важный вопрос, который, не вопрос, вернее, а встреча и волнительная встреча, которая нас ожидает здесь, в Бресте, тоже нам предстоит. Тоже увидите, что за волнительная встреча предстоит нам с Владом. В общем, все будет впереди, так что если вы еще не подписались, подписывайтесь. И до новых встреч. Всем пока-пока.